История, которая сейчас вскрывается вокруг армянских выборов, по сути, взрывоопасна. Журналисты The Insider утверждают, что Россия ведет против Армении не просто информационную кампанию, а полноценную спецоперацию политического влияния, и одной из центральных фигур в этой конструкции, по их данным, является бизнесмен и лидер политического блока Самвел Карапетян. Более того, в расследовании прямо говорится, что согласно собранным журналистами материалам, Карапетян начал сотрудничать с ФСБ России еще в 2006 году и с тех пор оставался в орбите российских спецслужб, выступая неформальным проводником их интересов. The Insider подчеркивает, речь идет не о слухах и не о разовых контактах, а о длительной системной связи, которая выстраивалась годами, на фоне роста его бизнеса, укрепления позиций в России и постепенного вхождения в армянскую политику. Именно этот фактор, по версии расследования, и делает Карапетяна удобной фигурой для Кремля в момент, когда Армения переживает ключевой политический перелом. Помимо него в статье говорится и о Гагике Царукяне, но о нем сейчас говорить не будем, поскольку мы и так знали о его откровенных связях с Москвой и Минском. По данным издания, после провалов в Молдове и Венгрии, Кремль фактически сосредоточил максимум ресурсов именно на армянском направлении. Предстоящие парламентские выборы 7 июня рассматриваются в Москве как последняя возможность удержать контроль над политическим курсом страны. Главная задача – не допустить победы партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, который взял курс на сближение с ЕС и США и постепенно выводит Армению из орбиты российской военно-политической зависимости. Расследование утверждает, что координация всей этой работы идет напрямую из администрации президента России. Там, по данным The Insider, создана отдельная структура, курирующая стратегическое партнерство, которое на практике занимается информационными атаками, работой с оппозиционными силами, экспертной средой и общественным мнением в Армении. Ключевые кураторы – выходцы из спецслужб, которые не просто анализируют ситуацию, а регулярно приезжают в Ереван, встречаются с друзьями Кремля и выстраивают единую линию давления. Параллельно включается экономический шантаж. Российские чиновники систематически транслируют тезис о том, что сближение Армении с Западом приведет к тяжелым последствиям, от проблем с рынками до энергетических рисков. По оценке журналистов, это часть одной стратегии – создать ощущение, что у Еревана нет альтернативы, и подтолкнуть общество к поддержке более лояльных Москве политических сил. Отдельный пласт расследования посвящен сети прокремлевских фондов, аналитических центров и так называемых экспертов, действующих в Армении. Через них продвигаются нарративы о предательстве национальных интересов, потере безопасности и украинском сценарии. В этой же экосистеме, как отмечает The Insider, активно обсуждается и продвигается политическая роль Самвела Карапетяна. При этом сам Карапетян публично отрицает обвинения, заявляя, что не является агентом ФСБ и что все утверждения о его сотрудничестве со спецслужбами – это попытка дискредитации перед выборами. Более того, отвечая журналисту по этой теме, он назвал Пашиняна агентом ФСБ и, вероятно, в шутку добавил, что скоро Пашинян там получит звание сержанта. Однако журналисты настаивают. Собранные ими данные указывают на многолетний характер этих связей, начиная с середины 2000-х годов, когда Карапетян вел активную деятельность в России и, по версии расследования, попал в поле зрения ФСБ как перспективный партнер с выходом на армянскую элиту. The Insider также пишет, что в Армении под дипломатическим и торговым прикрытием работают представители российских спецслужб, которые фактически ведут постоянный мониторинг политической ситуации. Речь идет не только о наблюдении, но и о влиянии, через агентуру, контакты в бизнесе, медиа и политике. Контроль над стратегическими объектами, включая Мецаморскую АЭС, в расследовании описывается как элемент более широкой системы давления, выходящей далеко за рамки энергетики.
На этом фоне в Армении все чаще фиксируются признаки провокаций и операций под ложным флагом. Недавно появилось видео, на котором якобы люди с карабахским акцентом, в масках и с автоматами угрожают Пашиняну. Координатор программ Союза информированных граждан Даниэл Иоаннисян отмечает: история с лицами в масках имеет все признаки классической операции под ложным флагом. Примерно так же, по его словам, подобные операции проводились в других странах. Например, во Франции, когда через посредников создавалось впечатление, будто за действиями стоят совершенно иные силы, либо в случаях, когда пытались сформировать мнение, что за инцидентами стоят радикальные группы. По его словам, и в данном случае речь идет о типичной провокации, цель которой – создать впечатление, будто за происходящим стоят карабахцы, в том числе для того, чтобы спровоцировать напряженность в отношении них. Он призывает не допускать, чтобы эта история стала поводом для агрессии против карабахцев или вызвала панику, поскольку, по его оценке, это очевидная спланированная акция, целью которой является в том числе нагнетание напряженности, подытожил Иоаннисян. Дополнительный уровень риска создает принятый в России в мае 2026 года закон, разрешающий использование российских войск за рубежом для защиты граждан России. Армения уже включена в перечень стран с высоким риском задержания российских граждан, а значит, по мнению экспертов, юридическая база для потенциального вмешательства фактически сформирована. В этом контексте 102-я российская военная база в Гюмри становится не просто военным объектом, а серьезным фактором давления и уязвимости. Официальный Ереван старается лавировать. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян подчеркивает, что Армения не намерена рвать отношения с Россией и не хочет обострения, но при этом открыто говорит о европейском выборе армянского общества и о том, что процесс сближения с ЕС уже закреплен политически и юридически. В итоге картина, которую рисует расследование The Insider, выглядит предельно жестко. Кремль, утративший доверие значительной части армянского общества после событий в Арцахе и фактического отказа от реальных гарантий безопасности, пытается вернуть влияние через гибридные методы. Информационные атаки, экономическое давление, правовые механизмы, агентурные сети и поддержка лояльных политических фигур складываются в единую систему. Армения же оказывается в самом опасном промежутке между старой системой безопасности, которая больше не работает, и новой, которая еще не оформлена. И именно в этот момент, как считают журналисты, ставка Москвы на вмешательство становится максимально высокой. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и Южного Кавказа.